Портативная Bluetooth-колонка со встроенным карабином, компактными габаритами, защитой по стандарту IPX7, поддержкой фирменного приложения, поддержкой функции стереопары, звучанием с мощными басами и временем автономной работы до 20 часов на одном заряде аккумулятора. Обо всем этом, разумеется, прочел в рекламе к Bluetooth-колонке под названием Tronsmart MirTune H1. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Начнем. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке, выполненной в стиле бренда Tronsmart. Коробка плотная, на ней есть изображение устройства, краткие характеристики и основные фишки. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем колонку, краткое руководство, в котором все предельно ясно расписано, и кабель для зарядки с USB-A на USB-C. Вес колонки 294 грамма, габариты составляют 138 на 81 на 46 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro и на Новый год разыгрываю iPhone 16. Условия по розыгрышу iPhone 16 в ролике по ссылке в описании. Условия для выигрыша Poco X6 Pro просты. Подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, либо в описании своего канала, либо в комментарии указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Перейдем к беспроводной колонке. Начнем. Продается данная модель в черной и голубой расцветке корпуса. Внешне она напоминает колонки от JBL линейки Go. Дизайн неплохой, корпус выполнен из пластмассы с прорезиненной поверхностью, а также с фронта находится тканевая вставка с наклеенным логотипом бренда и 3 механическими кнопками. Собрана модель отлично, материалы качественные, но вот сколько прослужат наклеенные кнопки — это вопрос. К плюсам отнесу встроенный карабин, так как это удобнее, чем обыкновенный ремешок. Неподвижная часть карабина выполнена из металла, а защелка из пластмассы. Могли бы полностью сделать из металла, кстати. MirTune H1 можно класть как горизонтально, так и подвешивать в вертикальном положении. На корпусе, кроме вышеперечисленного, есть разъем для зарядки Type-C без заглушки, но я сомневаюсь, что он полноценно защищен от влаги. Кнопка питания, кнопка сопряжения, LED-индикатор состояния и 5 индикаторов заряда аккумулятора. У кнопок хороший ход, из команд на борту play-пауза, регулировка громкости, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, сброс и вход в режим стереопары. На нажатие колонка откликается отлично, изменить команды, к сожалению, возможности нет. Некоторые команды сопровождаются системными звуками, которые можно отключить через фирменное приложение. Встроенный микрофон есть, за что спасибо. Разговаривать через колонку возможно и довольно удобно. Микрофон не самый печальный. Летим дальше. Tronsmart MirTune H1 оснащена динамиком мощностью 8 Вт, диапазон частот от 70 Гц до 20 кГц, заряд в шторке на смартфоне отображается, после включения H1 автоматически подключается с ранее сопряженным устройством. Мультипоинта на борту нет, к нашему сожалению, но учитывая стоимость, неудивительно. Bluetooth версии 5.3, как у последних айфонов, но напоминаю, что на данный момент уже есть последняя версия 5.4. По кодекам есть поддержка SBC, разумеется, с айфонами он тоже будет работать, к планшетам, ноутбукам, компьютерам, Android-системам он подключается без проблем. Связь с подключенным устройством держит он стабильно, на улице фризов я не замечал. В домашних условиях через одну стену H1 не отваливалась, как и через две стены, но уже проскакивали легкие фризы. По моим тестам звук пропадает после отметки в 13 метров в городских условиях. Задержка звука есть, но по большей части она заметна только в играх, а на YouTube во время просмотра видео она практически незаметна. Примеры вы сейчас увидите. Емкость аккумулятора 2000 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 45 минут, заявлено до 20 часов воспроизведения музыки на 50% громкости. По моим тестам колонка отыграла на 50% громкости 18 часов 30 минут, что очень хорошо. Удобно, что есть функция автоматического выключения, которую можно настроить в приложении. Во время подзарядки колонки использовать ее для прослушивания музыки можно, но я не советовал бы. Далее, MirTune H1 имеет водонепроницаемость IPX7. Конечно, я провел небольшой тест на водонепроницаемость.
непроницаемость, по итогу мой экземпляр не пострадал. Но вот наличие Type-C без заглушки за подобную стоимость особенного доверия по мне не внушает. Так что я советую намеренно колонку не топить. Летим дальше. Подключить MirTune H1 можно к приложению Tronsmart. В нем из полезного можно обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали. Также есть плеер для переключения треков и регулировки громкости, вкладка с 6 предустановленными эквалайзерами и даже простенький кастомный эквалайзер. Предустановки не самые качественные, плюс за то, что есть кнопка Sound Pulse. На персонализацию звука с помощью кастомного эквалайзера колонка откликается, что уже хорошо, но не сказал бы, что корректно. Далее, звучание. H1 довольно громкое, но если использовать ее дома. В метре же от колонки, сколько составляет уровень шума, вы видите на экране, не космос. Звучание лично мне понравилось, так как оно не плоское, с хорошей детализацией и приятным басом. Да, он не такой мощный, как в более крупных моделях, но для таких размеров бас у колонки соответствующий. Звучание довольно сбалансированное, каша, конечно, присутствует, но только на громкости выше 80%. Опять же, на открытом пространстве эта проблема практически незаметна. Середина имеет хорошую проработку, высокие звучат отчетливо и не западают. Предустановка Sound Pulse лично, по моему мнению, делает звучание громче и выразительнее. Примеры звучания вы сейчас услышите. Минусы: нет мультипоинта, нет поддержки карт памяти. Ну и ценник не во время распродаж. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень поможете проекту. Стараюсь делать обзоры на все более-менее интересное, что продается на Алишке. Резюмирую. Беспроводная колонка Tronsmart MirTune H1 — хорошая портативная Bluetooth колонка, учитывая свои возможности и цену. По всем моментам она показала достойный результат, поэтому от меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.